Всем привет-привет, всем прекрасной среды. Так, пишет. Сегодня мы с вами будем делать расклад на одну позицию. У меня такое ощущение, что у нас получается некая такая серия раскладов. Я выложу вот здесь вот в течение расклада, где-то сверху справа будет выходить подсказки, подсказки, это ссылки, можете туда навести курсор, да, и перейти на расклад, о котором идет речь. Я в течение всего расклада, у нас, по-моему, выложу две подсказки. У нас было два расклада на тему, значит, первое, чем вы полезны миру. Второй у нас был, по-моему, расклад о том, что мир дает вам и что люди дают вам. Вот. И сегодня мы посмотрим с вами расклад на тему, почему люди вызывают у вас стресс. Это у нас получается ваше взаимодействие с людьми. Вот. Этот расклад, ваше взаимодействие с людьми, да, аналогичный я делаю в телеграм-канале. Вот, не этот, но аналогичный. И сегодня я хочу сделать как продолжение. У нас получается серия раскладов на тему «Я и мир». Вот. И эту тему предложила Ирина Шведова в Телеграме, в чатике. Вот, за что я ей благодарна. Она всегда предлагает много разных тем. И сегодняшняя одна из ее предложений. Что мы будем смотреть в этом раскладе? Почему люди у вас вызывают стресс? Да? То есть, чем они вас пугают, какие чувства вызывают. В общем, будем разбираться в этом. А разобраться нам в этом поможет колода Таро сумасшедшего дома. Колода, которая очень хорошо описывает эмоции. Ну, прям для меня, да, состояние, эмоции. Вот, и, как я уже сказала, расклад будет на одну позицию. Так, надеюсь, если вы смотрите этот расклад, значит, я с ним справилась, потому что чувствую себя не очень важно. Вот, но обычно я стараюсь в низких вибрациях не делать расклады, но сегодня это вот прям какая тема, такие и вибрации. Дело в том, что у меня просто очень сильно упало давление. Вот, и я пребываю в таком, знаете, блаженном состоянии уже третьи сутки. Не могу понять, в чем причина. Но мне кажется, вот для расклада, то есть если бы это было бы вот совсем негативное, да, состояние, я бы не записывала расклад. Почему? Потому что не хочу вам транслировать ничего такого негативного. Вот. А сегодня, почему я записываю, да, хотя, в принципе, как я уже сказала, да, давление упало, он как раз-таки, вот мое такое состояние подходит к теме расклада. Низкие вибрации, стресс, волнение, переживания. И вот я как раз-таки нахожусь в нужном мне состоянии. Плюс вот это, вы знаете, такая лунная блаженность, да, когда ты как в тумане. Она прям вот хорошо способствует отключению мозгов и включению бессознательного. Ну, то есть мне хорошо будет настроиться. Вот. И мне кажется, что и комментарии, они будут такие. Какие энергии, такие комментарии. Ладно, давайте посмотрим. Первый вопрос. Почему люди вызывают у вас стресс? Почему же люди вызывают у вас стресс? Туз кубков, да, эмоции вызывают. Такие очень глубинные переживания, волнения. Почему? Потому что вы человек чувствительный, потому что вы эмоциональный, может быть, в чем-то даже и мнительный. Здесь может быть вариант того, что вы эмпатичны. У меня ощущение просто того, что вы вообще погружаетесь очень глубоко в глубокие какие-то состояния. То есть вот интуиция, чуйка, у вас это все хорошо работает. Проживание вот прям всех эмоций, да, большая гамма. Вот вы, помимо того, что вы можете ощущать вот эти вот все состояния, они вам очень хорошо
знакомый. То есть могу предположить, что ваше восприятие мира, оно идет как раз-таки через эмоции, не через логику, а именно через эмоции. Здесь мне идет, знаете, человек, который не то чтобы отшельник, вот знаете, такое чувство, что вот в вашем восприятии мира, да, вы, то есть то, как вы его воспринимаете, вот вы как-то, хочется сказать, одиноки в понятии чего, как это объяснить, знаете, вот, во-первых, ваше видение не разделяют люди, которые находятся вокруг вас, они как-то вот, не знаю, более реалистичны, что ли, более практичные, ну, может быть, у них какие-то другие заморочки. Вот вы очень глубоко погружаетесь, у вас очень хорошо развито воображение, да, вот все практики вот этой визуализации, они вам даются легко. То есть если бы вы читали книги, либо когда вы читаете книги, вы очень ярко представляете все, что там написано, персонажи, может быть, даже во сне вы дальше это видите. То есть вот здесь вот эта вот чувствительность, она очень сильно развита. И поэтому вот то, что я говорю, вот это вот ваше одиночество восприятия мира, у вас есть очень глубокая связь с миром, вот так скажу, не с людьми, а именно с миром. А люди, они у вас, ну вот как эмпатичны, да, вы как, когда вы ходите к людям, такое ощущение, что у вас идет вот какой-то белый шум вот от всего того, что происходит в мире. И поэтому уединение, оно вам необходимо для того, чтобы как-то стабилизировать свой эмоциональный фон. Ну, вам так спокойнее, потому что когда вы находитесь с людьми, здесь происходит такой момент, знаете, когда с одной стороны вы их чувствуете, а с другой стороны вы как будто бы должны с ними взаимодействовать на ментальном плане, да, но вот у меня идет прям, вот как, знаете, вот эти вот шумы, как какой-то гул. И понять сложно. Такое бывает, когда один человек говорит, а его перебивает другой, вот накладывается один голос на другой, и их вот прям много. Такое ощущение, что одновременно разговаривает очень много людей, и ты не можешь разобрать, о чем идет речь, потому что каждый высказывает как будто бы свою точку зрения, и при этом не слушая собеседника, и это не диалог, а это непонятно что, вот какой-то вот базар. И вот это вот жужжание, да, оно присутствует, и вам сложно. Знаете, вот бывают вот эти вот картинки, где нарисован человек, а у него в голове как будто бы, вот я не знаю, как облака, либо как небо, а там идет дождь. И вот ну, там, где находится, по идее, мозг, вот у меня какую-то такую картинку показывает, что вот там вот, где голова, там вот какой-то такой шум, гул, и вот вы как будто бы держитесь за голову и ну, не можете разобрать. То есть здесь сложно понять мир именно ментально. А вся остальная часть картинки мне показывает, то есть там вот где, начиная от глаз и ниже, где-то до области сердца, то есть это 6-я, 5-я и 4-я чакры, вот в этой области, как будто бы, знаете, там лето, бабочки летают, птички поют, ромашки. И вот такой вот очень интересный контраст, да, то есть одна часть это солнечная, это вот прям ваша природа, а верхняя часть, там вот вообще луна, туман, там что-то непонятное. И вот такое вот состояние у вас вызывают люди, и взаимодействие с ними, и вот этот вот диссонанс эмоциональный и ментальный, но нету соединения. И вообще вот в таком раздрае, да, вам сложно жить. Почему? Потому что вы не можете найти какое-то согласие, да, между тем, что вам говорит голова, и то, что вам говорит сердце. То есть как будто бы сердцу хочется одно, вот какое-то такое, не знаю, спокойствие, умиротворение, наслаждение жизнью, радостью, красотой природы и все такое. А голова, она как будто бы указывает на то, что нужно сделать. Вот прям, не знаю, там, например, иди на работу, сделай вот это вот надо. Это какой-то такой гнет, и очень у меня такой раздрай. Вот сейчас я ощущаю какой-то такой раздрай, как будто бы, не знаю, верхние этажи головы не могут договориться с нижними этажами сердца, да, вот как-то.
Непонятно. Так, ну, во-первых, отвечая на вопрос, да, почему люди вызывают у вас стресс, эмоциональность. Это ваша природа, потому что у вас такая природа. Это первое. Далее, почему люди вызывают у вас стресс, аркан смерти, потому что здесь может быть такой фактор, что либо вы не хотите, идет момент перемены, да, то есть то, как вы ранее взаимодействовали с людьми, да, так уже не получается, и надо как-то по-другому. И вот здесь вот ощущение того, что вот я сказала, Растрай, что вы как-то не можете перестроиться на новую волну, то есть вам хочется вот этого спокойствия, как я уже сказала, умиротворения, такое, знаете, вот гармоничное состояние, а как будто бы ритмы жизни и сама жизнь, да, она заставляет вот куда-то бежать, что-то делать, и у вас идет некое такое сопротивление, да, некая борьба. И получается, что вот так, как было ранее, да, то есть как-то вы могли справляться с взаимодействием с миром, а сейчас так не получается. То есть нужно себя, с одной стороны, перестроить на что-то другое, на какие-то, ну вот, не по-другому взаимодействовать с людьми, а себя как-то настроить по-другому, то есть найти в себе какой-то вот баланс. То есть что-то по-новому нужно сделать. То есть здесь должны произойти какие-то изменения. Вот какие изменения? Давайте сразу посмотрим. Ну вот, аркан умеренности говорит о том, что нужно прийти именно к состоянию гармонии. То есть вы понимаете, что ну, я не могу так дальше жить, да, то есть, во-первых, так или иначе с людьми надо взаимодействовать, потому что помимо того, что мы социальные все, мы друг другу нужны, потому что для того, чтобы что-то сделать в своей жизни, да, нам в этом может помочь другой человек. То есть, допустим, даже тот же самый хлеб, да, мы идем и покупаем его кто-то должен сделать. А для того, чтобы его сделать, там, муку, пшеницу надо собрать, да, там, превращать ее, перемолоть, сделать муку, там, собрать яйца и так далее, и так далее. То есть вот все эти стадии для приготовления хлеба делают другие люди, ну, плюс ко всему машины, да. Вот. И получается так, что то, что ты хочешь, это есть у другого человека, а то, что другому человеку нужно, это есть у тебя. И вот мы все между собой связаны так или иначе взаимодействием, то есть мы нам нужны друг другу для реализации каких-то своих желаний, для того, чтобы как-то дальше двигаться. То есть быть в изоляции – это не вариант. То есть даже если вы закроетесь у себя дома, все равно кто-то должен быть, как связующее звено между вами и миром, который бы способствовал, ну, вашему выживанию. Потому что даже если вы сами себе будете приготавливать обед, да, продукты кто-то должен купить. А для этого так или иначе надо либо вам выйти, либо кто-то другой должен пойти за этими продуктами и так далее, и так далее. То есть люди не могут жить самостоятельно, ну, по крайней мере, в городах. Я не знаю, как в деревнях, но так или иначе взаимодействие должно быть. Даже когда человек заболеет, он все равно обращается к людям, да, за помощью. Мы все друг другу нужны. И вот здесь вот как будто бы есть это понимание, и аркан умеренности, он указывает на единение, на то, что вот, во-первых, это единение, оно должно произойти внутри вас. То есть так, как вы раньше жили, разрозненно, одно говорит голова, другое говорит сердце, сейчас уже так не получится. Сейчас уже нужно найти какой-то консенсус, именно не компромисс, а именно консенсус. Когда и голова должна быть счастлива, и сердцу должно быть хорошо. Это внутреннее состояние. И внешнее ваше состояние, когда вы должны достаточно сбалансированно и гармонично взаимодействовать с людьми. То есть, как минимум, не проживать негативные эмоции при взаимодействии с ними, да? А с другой стороны, как-то научиться коммуницировать и разговаривать с людьми. То есть аркан умеренности, он говорит о том, что должно произойти некое такое исцеление, очень медленная трансформация именно вашего внутреннего состояния для того, чтобы прийти к единению. То есть вот такие трансформации, но это очень медленный процесс. И что аркан смерти, что аркан умеренности, они указывают на долгосрочность. Умеренность намного дольше, чем аркан смерти. Смерть – это естественный такой переход из одного состояния в другое.
Вот здесь какие-то такие перемены должны произойти у вас. Так, смотрим дальше. Еще почему люди вызывают у вас стресс? Ну, потому что вы боитесь, вы закрываетесь. Да, чего вы тут боитесь? Вы боитесь проявить себя. У меня такое ощущение, что вы как будто бы боитесь осуждения. Ну-ка, почему вы боитесь проявить себя? Двойка кубков. Вы как будто бы, знаете, здесь ваш страх, он связан с непониманием. Возможно, непониманием реакции других людей. То есть у меня такое ощущение, что вам не хватает опыта. Опыта именно того, как реагировать на других людей. То есть здесь есть какие-то неопределенные внутри вас состояния. То есть страх, который... Что такое страх? Страх нам всегда подсвечивает нашу неопределенность. В чем именно? Допустим, если вы боитесь общаться с другими людьми, да, вот этот страх, я боюсь общаться, то здесь есть неопределенность в общении. То есть я не знаю, как мне общаться. Мне общаться вот так, либо вот так. Мне быть добрый, либо вежливый, либо, там, я не знаю, наглый, либо храбрый, либо еще как-то. То есть есть некая неопределенность, да, то есть непонимание того, как мне взаимодействовать. Когда человек, и тем самым страх, что он делает? Он подсвечивает нам неопределенные наши зоны. Когда вы определяетесь в своей модели поведения, тогда страх уходит. То есть если вы определите, что вот я со всеми людьми буду вежливой, неважно, как они будут ко мне относиться, будут ли они мне кричать, хамить, там, я не знаю, обижать, критиковать, я буду вежливой. Все, это определенность. То есть человек выбрал для себя модель поведения. И тогда ему уже не страшно. То есть кто бы с ним ни разговаривал, он знает, что я со всеми буду вежливым. Вот здесь такое ощущение, что, во-первых, вы как будто бы очень мало видели мир не в контексте путешествия, а в контексте именно взаимодействия. То есть в большей степени вот, как ощущается какая-то такая замкнутость. Может быть, замкнутость вашего пространства безопасного, да, то есть это квартира. Может быть, вы мало выходите в мир. Не на прогулку, а вообще вот куда-нибудь сходить, там, я не знаю, сходить в какие-нибудь госслужбы, где очень много людей. Побывать, например, на площадях, где очень много людей, да, где можно встретить разных людей с разными реакциями, с разными взглядами и отношением к вам. И так или иначе, там, где много людей, вы с ними начинаете каким-то образом взаимодействовать. То ли на кого-то вы смотрите, либо на вас смотрят, либо к вам обращаются, либо вообще что-то происходит. То есть какие-то процессы происходят. И вот такое ощущение, что у вас есть некая такая отстраненность, обособленность, да, такая, знаете, здесь ощущение, что вы очень чувствительный человек, как оголенный нерв, и любое, знаете, как мне показывают, здесь комната, в которой очень темно, и когда включает свет, очень яркий свет, человек автоматически начинает щуриться, потому что вот именно яркий свет, он раздражает. И пока человек не приспособится, ему сложно открыть глаза. Вот здесь какая-то такая энергия идет, да, что вы вот как оголенный нерв вот в этой темной комнате находитесь. Когда проливается свет, вы очень сильно реагируете на этот свет, пока вы не адаптируетесь. А если оставить этот свет на очень большой период, да, то ваши рецепторы, они адаптируются, и тогда уже не будет вот этого вот момента щуриться. То же самое, когда было очень светло, выключаешь свет, становится тепло, да, зрение должно адаптироваться. Вот здесь вот какой-то такой момент. И то, чего вы боитесь вот именно взаимодействия с другими людьми. То есть вот смотрите здесь. Голова, она покрыта, да, то есть, по сути, люди обнаженные, то есть душой-то они обнаженные, да, двойка кубков, они находятся в одной коробке, но такие настоящих людей они не видят, у них есть представление, то есть ваша страх в коммуникации, он связан не с тем, как люди могут с вами общаться, а именно иллюзорность здесь заключается в вашем представлении, что вот люди так будут со мной общаться. И велика вероятность, что это связано как-то с прошлым опытом.
Но это не факт, что все люди будут с вами общаться так, как вы себе представляете. То есть вот это вот представление, оно формируется из опыта, и вам нужно менять опыт для того, чтобы менялось ваше представление. А это возможно тогда, когда вы начинаете очень много взаимодействовать с разными абсолютно людьми. Королева жезлов указывает на независимость, она указывает на яркость, на открытость, на некую такую храбрость, да, умение брать ответственность на себя, умение быть лидирующей такой личностью. Да. В некоторой степени возможно манипулировать людьми для реализации своего какого-то желания. Вот вам вот этих качеств не хватает, то есть огня, проявленной силы вам не хватает, у вас эмоции идут, у вас идут кубки. У вас идут состояния, у вас идет глубина, то есть, допустим, если вы видите человека, вам важно увидеть его суть, его глубину, а, как правило, то, что есть внутри, не всегда есть снаружи, потому что люди носят маски, и вам сложно понять, вот то, что сейчас транслирует мне человек, это его маска, почему он себя так ведет, потому что глубину-то вы видите, душу человека, а с маской вы взаимодействовать не можете, она вам непонятна. И вот как у вас есть внутренний раздрай, вот так вы этот раздрай видите в людях, да, что внутреннее состояние души человека не соответствует внешнему проявлению его маски. То есть внешний человек может быть, не знаю, какой-нибудь такой жесткий, да, либо циничный, либо какой-то надменный, а вы видите внутри него такую мягкую, покладистую какую-то добрую, щедрую душу, да, то есть светлую. И вы не понимаете, а как вам взаимодействовать с этим человеком. Так какая душа у него есть, так же мягко, как-то вот добро, по-доброму, либо вот в соответствии с этой маской непонятные, холоднокровные, потому что если реагировать на маску, то это одна модель поведения, если реагировать на его суть, на его природу, да, то это другая модель, и вот вы путаетесь, и это показатель того, что вот вам как раз-таки, ну вот эта вот неопределенность, а неопределенность, она из-за нехватки опыта. Здесь нужно больше взаимодействовать с людьми. Вот основные причины того, почему люди вызывают у вас стресс. Ну и теперь мы будем более глубже копать. Так, чем они вас пугают? Чем они вас пугают? Ну, они вас пугают. Так, это тройка мечей. Я посмотрю, докуда доходит. Вот сюда идет карта в ряд. Угу. Тройка мечей. Чем они пугают? Они вас как раз-таки пугают некой такой болью, которую могут вам причинить. Но вот это вот состояние боли, вот смотрите, здесь в тройке мечей, сумасшедший, значит, разбил чашку. И эта чашка была его самая любимая. И проблема здесь не в том, что чашка-то разбита, а в том, что это самое любимое, и это конец света. И что я теперь буду делать? Да? То есть некая такая драматизация, гиперэмоциональность и, возможно, привязанность к вещам, к ситуации, к людям. И неспособность, вот это вот основная проблема, да, неспособность решать задачи эмоционального порядка. То есть вот вам как раз вот этой вот королевы жезлов не хватает человека с уверенной самооценкой. То есть человека именно собранного, да, который может здраво оценивать ситуацию, и при этом вот у него самооценка все окей. Здесь есть ощущение того, что вот у вас не то чтобы заниженная самооценка, но именно когда вы начинаете взаимодействовать с людьми, вы теряетесь. Вот здесь вот такая общая энергия мне идет, да, я теряюсь, я не знаю, как мне быть. А из-за того, что я не знаю, как мне быть, я начинаю преувеличивать. Я начинаю включаться эмоционально в какие-то ситуации, которые, возможно, не совсем значимы и важны. Почему? Потому что я не могу определить, опять же, таки страх и неопределенность, то есть недостаток опыта. Я не могу определиться в степени важности момента, который происходит в моей жизни. То есть вы боитесь того, что, ну, во-первых, вам причинят боль. Да? Боль может быть по разным причинам.
ну, однозначно вот взаимодействие с другими людьми. Это может быть критика, это может быть предательство, это может быть разрушение ваших ожиданий, иллюзий. То есть вот вы как будто бы заранее готовите себя на вот такую реакцию, что некая такая настороженность, да, что вот обязательно что-то плохое будет. То есть здесь какой-то настрой, он уже изначально негативный. Фух. И получается так, что люди вас пугают тем, что они будут вызывать у вас эмоции, с которыми вы потом не сможете справиться. Я не знаю, почему у вас такая реакция. Либо наоборот, вы боитесь реакции других людей, которые вот очень сильно эмоционируют, потому что с одной стороны они отзеркаливают ваше состояние, вы тоже эмоциональный человек, а с другой стороны вы не знаете, как с ними. Ну вот, допустим, если там человеку станет плохо, либо столкнетесь с человеком, у которого там трагедия в жизни, да, там потерял любимого человека, либо утрата, например, ребенка, либо еще что-то. И вот эту вот боль, вы ее чувствуете, и вы не знаете, как с ней справиться. То есть вы не знаете, как помочь человеку, чем помочь. Вы очень хотите это сделать, но вы не знаете, как. И вот эти вот ситуации, когда вы не знаете, как помочь другому человеку, вы ощущаете себя беспомощным. Ощущаете себя беспомощным, включается ваша самооценка, и вы сами себя принижаете. То есть я беспомощный, я никому не нужен, я не знаю, как помочь. То есть я даже хочу, но я не знаю, как помочь другому человеку. И от этого, от своего, как сказать, несовершенства, что ли, в некоторой степени, я чувствую себя еще хуже. Ну, то есть какой смысл, допустим, от меня, если я никому не нужен, и я не могу быть полезным. То есть вот здесь и такие мысли проходят, понимаете? И это вот тоже какое-то такое накручивание, с одной стороны, вот какой-то проблемы. И мне здесь идет не то, что здесь идут какие-то проблемы из детства, из прошлого, сколько какая-то такая вот потерянность человека, возможно, опять же таки, вот то, что сейчас я читаю в поле, это временный период, это не ваше постоянное. Вот, и здесь есть такая потерянность, что я не знаю вообще, куда мне идти, как мне быть. То есть вот как будто, вы знаете, человек, который утратил смыслы в жизни по аркану смерти, а новый еще не нашел и не пришел к гармонии по аркану умеренности. И вот он сам находится в таком, как ежик в тумане, запутанном состоянии. И исходя из этого своего состояния, да, через призму этих частот, он и воспринимает мир, именно отражающий ему его состояние. И поэтому выходит эта тройка мечей. Чем еще вас пугают люди? Семерка пентаклей пугает вас бессмысленностью каких-то своих действий. Вот то, что я говорю, да, то есть я вроде бы, знаете как, вкладываю, что-то делаю хорошее и понимаю, что либо отдачи нету, либо я даю что-то человеку, а ему это не нужно, он этим не пользуется. Здесь очень много идет движения с вашей стороны, и очень мало обратной реакции. И это же опять же таки недостаток опыта, который говорит о том, что вы не совсем понимаете по аркану умеренности вот этот вот баланс брать и отдавать. То есть сколько нужно. И здесь вопрос даже не в количестве того, что вы отдаете этому миру, либо людям, и что вы получаете, сколько в неумении делать выбор. А выбор мы научаемся делать, исходя, опять же таки, из опыта, из многогранных, многоповторных каких-то действий, да, пока мы что-то, чему-то не научаемся. То есть вот здесь у вас вот этого опыта нет. У меня такое ощущение, что вот вы как-то, я не знаю, как в джунглях, что ли, жили, потом неожиданно попали в город, и вот вам все чуждо, да, то есть вам все незнакомо, и поэтому это очень стрессово.
для вашего организма. И вот здесь вот семерка пентаклей, да, она указывает, значит, мы видим здесь сумасшедшего, который посадил типа денежное дерево, да, то есть палку засунул и монетки бросает, и он поливает, надежда на то, что из этого вырастет денежное дерево. То есть это его действия дадут какие-то плоды. И он каждый день поливает. А ну, велика вероятность, может быть, да, эта палка и зацветет, как говорится, но она не превратится в денежное дерево. То есть это изначально как будто бы ну, бессмысленные действия. То есть результата будет меньше, чем того, что человек вкладывается. И вас очень сильно это пугает. Почему? Потому что здесь еще, опять же таки, вопросы собственной значимости. Я уже сказала, заниженная самооценка и любое ваше действие, которое вы не получаете обратную связь, которая бы подкрепляла, да, ваши действия, чтобы вы почувствовали больше уверенности в себе, она будет способствовать как раз противоположному, да, что ваша самооценка будет еще больше падать. Ну, то есть она у вас и так шатковалка, а тут вы еще что-то сделали, и в конечном итоге, допустим, вам сказали, а тебя никто не просил, зачем ты это сделал? И вы оп, и осели. Да? То есть я и так себя не очень хорошо чувствую на ногах, коленки трясутся, еле-еле передвигаюсь, да, а тут хотел помочь сетке донести, как говорится, а вам сказали, да ты посмотри на себя, да, ты еле по жизни ходишь, куда ты будешь еще и сетке помогать, иди займись собой, и вы гоп, и осели. Вот какая-то такая энергия идет здесь. Дальше, смотрим дальше. Какие чувства вызывают вообще люди у вас при взаимодействии с ними? Девятка кубков, знаете, ну, во-первых, аркан прекрасно иллюстрирует тот момент, да, что здесь видим человека, у которого нет головы, а корона есть. И при этом он босой. То есть яблоки, да, здесь, а яблоки-то они есть, как плоды, а наслаждаться ими как, если нету головы, что будет есть эти яблоки? То есть вот какое-то наслаждение, но это наслаждение, оно... не знаю, бессмысленное. То есть чувства вызывают, знаете, какие люди у вас, что они как будто бы все достаточно эгоистичные, каждый живет для себя, для своих каких-то интересов, и никому нет дела ни до кого. Вот такое вот здесь ощущение. То есть, с одной стороны, люди носят корону, а сами из себя ничего не представляют. То есть мозгов нету, да, лица нету, маски не показывают. Хотя, с другой стороны, здесь еще, знаете, вот мне пошла такая информация, что очень напоминает соцсети, да, то есть вроде бы действия какие-то есть, а человека-то самого не видно, да, то есть... вроде бы профиль есть, и хорошо, если есть какая-то фотография, а если это какая-то картинка, там, я не знаю, машинка, либо какое-нибудь животное, либо кошечка, либо еще что-то, то есть ты вроде бы взаимодействуешь с человеком, а лицо его не видишь, да, то есть глаза, которые показывают, как зеркало души, его душу не видно, и получается так, что... вот вы как будто бы не получаете удовольствия от взаимодействия с другими людьми. Они все какие-то безликие, эгоистичные и безликие для вас. Вот как-то так идет. Еще какие чувства люди вызывают у вас? Ну, шестерка жестов. Смотрите, так интересно, да? То есть один сумасшедший сидит на другом сумасшедшем, да, и вот как будто бы люди там, как тени, да, тянутся к нему, восхваляя. Типа я на коне, меня провозгласили, вот прям точно как соцсети, да, соцсети тебя возвышают, то есть толпа тебя возвысила, и та же самая толпа при ошибочном твоем шаге будет тебя осуждать. Да, то есть та же самая толпа закидает тебя помидорами, камнями, яблоками и так далее, то есть та, которая тебя восхваляет. И получается так, что, ну, у меня такое ощущение, что здесь вот как будто бы идет описание нашего общества. Есть некие мнимые лидеры, да, которые управляют вот этим сумасшедшим, который проигрывается в виде лошади, как некое такое поклонение. И есть некая толпа, которая либо восхваляет, ну такая, знаете, серая масса, либо наоборот опускает. То есть вот какой-то суд такой непонятный, туманный, как песчаные эти облака.
Да, вот они когда появляются, вот все небо затянуло каким-то таким мраком, и непонятно, то есть это будет дождь, либо это что будет, то есть, ну, это неестественное какое-то состояние. Вот здесь вот такое ощущение, что люди вызывают у вас, здесь не страх, а здесь вот именно какое-то сумасшествие, да, потому что, ну, неестественно, когда один человек катается на другом, да, и вот он, значит, вообще вся картинка, она такая сюрреалистичная и абсурдная, но вот этот абсурд, это тот мир, в котором мы живем. И люди вызывают вот такое чувство, что вот сама толпа, она выбирает для себя лидеров и победителей, и та же толпа управляет ими. С одной стороны, вот этому лидеру кажется, что я здесь царь и хозяин, а с другой стороны, он, так же, как и сама толпа, ничего не стоит. Ну, здесь вот какие-то такие энергии почему-то мне идут как соцсети. То есть там, где много-много людей. Не какой-то, допустим, один человек, либо ограниченный круг, а вот именно большое количество людей. А давайте тогда я просмотрю вот ваш близкий круг, да, людей, вот с теми, с кем вы общаетесь непосредственно не в социальных сетях, ну, то есть я имею в виду не те, на кого вы подписаны, а вот люди, с которыми все-таки есть какая-то коммуникация, есть какое-то общение. Какие чувства они у вас вызывают? А эти люди, видите, туз педаклей, они вызывают у вас как некое желание таких перемен, да, творческого начала. Мы видим человека, который держит кисти в руках, в голове у него какой-то такой творческий потенциал, но это все в голове, да, то есть мы не видим здесь каких-то действий, потому что это начинающая только энергия, очень благостная, то есть творение, потенциал творения, то есть люди, с которыми вы взаимодействуете, ну, достаточно близко, здесь, видимо, поскольку это пентакли, да, они не вызывают у вас никаких негативных моментов, то есть вы с ними знакомы, вам с ними комфортно, и наоборот, они вас как будто бы вдохновляют, мотивируют, включают в вас какие-то идеи, благостные идеи, да, то есть либо идеи, на которых вы можете заработать деньги, либо что-то создать, либо как-то изменить свою жизнь в лучшую сторону, да, потому что здесь краски, окрашивание. Так, и еще какие чувства вызывают? Паж кубков. Здесь изображен у нас Оскар Уайльд. Энергия, знаете, какого-то созидания, творения, желания, да, что-то творить. И также здесь есть вот эта энергия негативная, да, желание всем понравиться. Причем понравиться, поскольку он был гетеросексуалом, нет, вру, ну, то есть ему нравились и мужчины, и женщины одинаково. Вот это вот желание, знаете, подстроиться под всех, да, то есть желание быть любимым всеми, то есть некое такое получить одобрение от всех людей. В данном случае вот от тех, с которыми вы взаимодействуете, то есть... С одной стороны, да, они вас как-то вдохновляют, а с другой стороны, вот как будто бы как маленький ребенок, который, знаете, вдохновился, пошел что-то делать. По семерке здесь пентаклей, да, и он получил какие-то плоды. И вот он как маленький ребенок нарисовал картинку, пришел к маме и говорит: мам, посмотри, как красиво. И ему важно, чтобы мама сказала, что это красиво. Даже если это там, не знаю, какая-то каляка-маляка, это не важно. Важно вот это вот одобрение. Не потому что это мама, а потому что это плод ваших трудов. Вот здесь при взаимодействии очень важно, чтобы вас одобряли. Если бы не хвалили, потому что здесь нету такого вот прям желания, чтобы вас хвалили, но вот есть желание, чтобы вас принимали как своего, чтобы вас не отторгали, чтобы вас не отдаляли. Вот здесь это важно. И иногда вы можете делать то, что вам не очень хочется, просто потому что так вы не будете чувствовать изгоем себя. Вот что-то здесь такое есть. Это вот в негативном ключе. Ну а в позитивном это вот при взаимодействии, опять же таки, да, туз и паш, мелкие энергии, да, начинающие.
желанием помочь, желанием угодить, желанием что-то сделать для другого человека очень приятное, потому что это важно вам в первую очередь. Но здесь вот это вот, знаете, желание помочь, оно такое аккуратное, оно такое робкое, оно немножечко настороженное, то есть, да, я хочу, но я боюсь, чтобы и не навредить другим, чтобы и себе не навредить. То есть оно такое трепетное, что-то очень-очень нежное, напоминающее росток, который вот только-только пробился из семена, да, то есть вот как будто бы как почка на ветке набухла, и вот она опустила первый росток. И от того, как с этим ростком будет взаимодействовать в дальнейшем, да, это очень важно. Оно либо сломается, либо оно даст, ну, прорастет. Вот здесь вот какое-то такое взаимодействие. Почему? Почему вообще вот эти вот эмоции, да, вот то, что я озвучила, почему такие чувства? Страшный суд, потому что сейчас вы находитесь на этапе возрождения, сейчас вы находитесь на этапе перемен. У меня такое ощущение, что здесь вы как будто бы познаете свою суть по-другому. Не так, как было в начале, то есть не через эмоции, а опускаясь вот как-то глубже. Здесь такое очень интересное ощущение в стихиях слияния воды и огня. То есть в теории они противоположны, но они взаимодополняющие, да, вода и огонь. Вот раньше вы были как-то более водные, а сейчас появляется вот это вот, еще даже и по суду, да, стихия огня. То есть это внутренняя сила жизни. И вот вы как будто бы сейчас та трансформация, те перемены, которые происходят, вот это, ну, то есть вы не всегда такая. Это вот сейчас такой период, либо такой. Это сейчас такой период именно перерождения вас. Вы меняетесь, и вы как-то вот, мне показывают, узнаете свою суть. Узнаете свой огонь. Здесь у меня, знаете, информация идет как раз-таки о богине, если я правильно по-русски говорю, Гестия, да, Гестия, либо Гестия, как-то так. Но если я правильно ее произношу по-русски, по-гречески это богиня Истия. Истия это означает либо дом, либо это огонь, пламя. И вот Истия, она является одной из 12 богов Олимпа, та, которая никогда этот, Олимп не покидает. То есть внешние боги, да, там, например, как Марс, как Афина, как Венера, да, которые взаимодействуют с внешним миром. А есть Истия, которая никогда не покидает Олимп. То есть огонь, вот эта вот суть жизни, да, как символизм, именно огонь жизненный, как суть жизни, она не покидает свой Олимп, то есть она не покидает свое место, то есть свою суть каждого человека, которая не покидает, она должна присутствовать внутри, она не уходит никуда, она является колонной, да, вот мы говорим, все, что происходило в домах, когда люди собираются, да, возле домашнего очага, мы говорим очаг, домашний очаг, очаг, огонь. То есть все беседы всегда проходят за домашним очагом, либо мы говорим, да, женщина является хранительницей домашнего очага, либо у греков есть выражение колонна туспитью, то есть колонна, основа дома. Вот здесь примерно такие трансформации происходят, когда вы понимаете вот эту свою суть. Почему я именно вспомнила про эту богиню? Потому что здесь, вот в этой колоде Таро сумасшедшего дома, да, здесь вот вы видите вот эти вот изображения древа жизни, и черненьким изображен путь, на котором лежит данный аркан. И здесь он соединяет как раз Малькут и Ход, да, две сферы. То есть одна сфера связана с нашим материальным планом, а другая Ход, она как раз связана с интеллектуальным нашим восприятием мира, да.
И идет соответствие аркана старший суд, страшный суд со стихией огня. И это не случайно. То есть здесь идет некая такая рационализация, но именно с точки зрения огня, то есть понимание своей сути, да, кто я являюсь. То есть если раньше вы воспринимали через, так скажем, астральный план, да, через эмоции, то сейчас уже появляется и ментал, появляется понимание процессов. Но вы находитесь именно в перерождении, да, то есть здесь идет этап перерождения, когда вы, опять же таки, да, у нас аркан смерти тоже про это говорил, когда идет отказ от чего-то прошлого и что-то новое должно возродиться, то есть вы рождаетесь заново сейчас, по-новому рождаетесь, поэтому вы как будто бы пересматриваете, да, свои ценности, пересматриваете себя, пересматриваете того, что происходит в вашей жизни. Здесь идут очень глубокие моменты. С одной стороны, у нас огонь, да, который олицетворяет жизненную силу, а с другой стороны вода, да, то есть эмоции, переживания, состояния, очень глубокие состояния. Это не поверхностное, это глубина. Здесь получается глубинный такой анализ, да, и возрождение. Возрождение через понимание, да, потому что огонь подогревает воду, у нас появляется пар. Пар – это как раз-таки стихия воздуха и второй стихия мечей, то есть мыслительных процессов, да, и у нас здесь как раз-таки сфера охоты выходит, то есть понимание, анализ. Хорошо, идем дальше. Ну, то есть здесь можно копать намного глубже. Какие ассоциации у вас вызывают люди, вообще люди? С чем они у вас ассоциируются? С тройкой кубков. Ну, с каким-то праздником, возможно, не знаю, с какими-то хороводами, что, может быть, люди ходят по кругу, может быть, жизнь для людей – это как веселье, может быть, даже как заезженная пластинка, почему у меня идет такая картинка, то есть какой-то вот круговорот, да, то есть с чем у вас ассоциируется? Возможно, это какой-то круговорот, возможно, хороводы, возможно, заезженная пластинка, возможно, даже какой-то вот смерч, то есть какие-то сценарии, повторность. С одной стороны, да, циклы, цикличность, причем это может быть спираль поднятия наверх, а с другой стороны люди у вас ассоциируются с чем-то таким легким, с праздником, ну, то есть, что люди ведут какой-то праздный образ жизни, может быть, допустим, как в басне Крылова, да, «Стрекоза и муравей», лето красное пропела, а потом она вдруг вспомнила, что вот ей что-то нужно, да, и обратилась за помощью к муравью. Вот как будто бы люди у вас ассоциируются с какими-то такими поверхностными моментами, не углубляются, не задумываются. То есть для них жизнь – это веселье, праздник, легкость, безответственность и вот какая-то поверхностность, что ли, бессмысленность, может быть, прожигание жизни, да, вот здесь какие-то такие моменты. Еще какие ассоциации у вас вызывают люди? Восьмерка монет, да, интересный такой момент, сумасшедший сидит и играет, выстраивает, строит карточный домик при понимании того, что в любой момент нужно здесь быть очень аккуратным, потому что он может рассыпаться и заново ему придется это строить. То есть таким образом нарабатывается навык. Вот здесь вот вкупе с тройкой кубков, да, вот эта вот восьмерка педаклей, она как раз и говорит о том, что ей присутствует цикличность, да, то есть как будто бы люди оттачивают свое мастерство. Вот они делают и рушат, строят и рушат, строят и рушат. И в какой-то момент получают опыт. То есть здесь даже не столь ассоциации с людьми, сколько, возможно, в общем ассоциации жизни. То есть что есть жизнь? Да, это какие-то повторные действия, которые приводят к усовершенствованию этих действий, если есть осознанность, если делать правильные выводы. Вот. Но восьмерка монет, она указывает на получение опыта и на некое такое мастерство, которое получается от повторных действий, но при этом человек получает удовольствие. То есть если бы он не получал удовольствие от того, чем он занимается,
Он бы не стал это делать и второй, и третий, и 10, и 20 раз. То есть, когда что-то повторяется благодаря тому, что человек получает это удовольствие. То есть, то, что мы говорим, например, как хобби. Что такое хобби? Это повторные действия. Но в чем смысл, да, повторять аналогичные либо однообразные какие-то действия? В том, что они приносят удовольствие. Вот у вас ассоциация с людьми именно такого формата. Еще какие ассоциации у вас вызывают люди? Ну, карта, мне кажется, сама по себе говорит, да, сама за себя, 5 жезлов, то есть здесь сумасшедшие дерутся за один мячик, как будто бы не могут договориться, да, то есть люди стремятся непонятно к чему, непонятно зачем, друг другу перегрызают глотки, да, борются, сражаются, ради чего? Ради непонятно какого мячика, которым в конечном итоге никто не играет, да, потому что у них главная задача не один только тянется, да, к этому мячу, а остальные между собой, они дерутся, они сражаются, они конкурируют. То есть вот у вас ассоциация того, что, знаете, мне показывают как какого-то жука, да, жук-скоробей, знаете, вот который вот этот вот мячик, шар какой-то, мячик из чего-то там делает, да, и вот он его катит, чем больше он его катит, тем больше он в объемах становится. Вот здесь какая-то такая ассоциация, либо жук-навозник, либо скоробей, вот не совсем понимаю, но вот просто показывают жука, я не могу вам сказать, кто и что, но вот какая-то ассоциация, и не случайно, наверное, жук-навозник сказал, да, что они как на дерьме, на навозе возятся и вот варятся вот в этом, да, то есть в чем-то бессмысленном и некачественном. Так, и последний вопрос. Так какую же модель реакции лучше всего выбрать для себя при взаимодействии с людьми? Мы понимаем, да, что так как раньше уже не получается, идут какие-то перемены, мы поняли, что нас здесь что-то страшит, что вообще мир для нас, он не имеет, как правило, какой-то ценности, потому что не сам мир, а люди в нем, да, потому что ваше восприятие их, оно какое-то, не совсем приятное, да, оно какое-то негативное. То есть я не увидела, за исключением близких вам людей, которые вас вдохновляют, либо сподвигают, либо мотивируют к творчеству и к созиданию, к лучшему качеству жизни. Все остальное, вот как будто бы, знаете, как бессмысленные какие-то марионетки, управляемые непонятно кем, непонятные ценности, и вообще здесь очень много непоняток выходит, если мы говорим в контексте других людей. Так какую же модель вам выбрать вот именно вот в этом мире? То есть я вам так подытожила поверхностно, чтобы вам было понятнее. Прежде чем мы посмотрим, какой модели реакции лучше всего выбрать. Ой, 5 мечей. Болезненная. Наверное, это показатель того, чего выбирать не нужно. Да? Почему? Потому что нет. Вопрос, какую модель выбрать? Значит, что такое 5 мечей? Да? Это марсианская энергия, которая направлена на разрушение. В данном случае мечи – это ментальный план, это мысли. Мысли, которые нас разрушают. И вот здесь вот мы видим сумасшедшего, который увидел свое отражение в зеркале, разозлился, то есть, по сути, на кого? Сам на себя, да, и ударом разбивает это зеркало. И от удара зеркала, да, у него идут порезы на руке, кровь, то есть он сам себе причиняет какое-то зло. И получается, что вот эта вот марсианская энергия, она разрушает, это внутренняя борьба, из-за каких-то противоречивых мыслей. То есть какую модель вам выбрать? Перестать себя самостоятельно разрушать. Через что? Через мечи, через какие-то мысли, через самокритику, через самобичевание, через самоугнетение. Но это все происходит на ментальном плане. То есть ваши мысли, они, у нас вот здесь вот мы вспоминаем, да, вот эту вот тройку мечей,
увеличенная какая-то драматизация каких-то вещей, то здесь, получается, вам нужно научиться реалистично смотреть на мир. Это первое. То есть прийти именно к состоянию единения, гармонии, баланса внутри себя. Потому что когда я внутри себя спокоен, я уравновешен, моя самооценка повышается, у меня не возникают мысли себя разрушить. Почему себя разрушаем? Потому что я чувствую себя несостоятельным, нереализованным. Отсюда я начинаю себя накручивать и причинять себе боль, эмоционировать. Это должно остаться позади. То есть такой вариант. Еще какой вариант? Какую модель реакции лучше всего выбрать? Ну, созидание, да? Двойка жезлов, мы видим сумасшедшего, который сфокусирован, да, на будущем. То есть здесь нужно сфокусироваться на будущем. Он стоит в своем вот этом вот вымышленном корабле, вот, и что-то высматривает. То есть те горизонты. Что вам нужно? Вам нужно видеть перспективы, научиться видеть перспективы. Потому что проблема здесь заключается в том, что вы видите все, что все бессмысленно. Бесперспективно, то есть вот куда катится, да, выражение, куда катится мир, либо остановите землю, я сойду. Вот таких мыслей не должно быть, потому что они негативного порядка ни к чему хорошему не приводят. Вам нужно научиться видеть что-то позитивное для себя, не для кого-то, то есть не для земли, не для людей, а перспективное для себя. То есть вот как вы видите в людях, да, некую такую мотивацию, ну, благостные какие-то такие энергии, да, творческая, созидательная энергии, там, я не знаю, какие-то интуитивные инсайты, вспышки. Вот вам вот на этом нужно сфокусироваться, то есть видеть не людей, в себе выработать вот эти вот качества, да, фокусироваться на том, на свете, что для меня важно, что меня как фонарик будет вести. И обращать на это внимание. Почему? Потому что здесь вот такая модель, она выведет вас на другой уровень, вы начнете замечать людей другого порядка, другого склада ума, другого восприятия мира. Потому что то, что вы сейчас воспринимаете по суду, это переходный этап. Вы выбираете путь логику, уже не эмоций, да, а логики. Поэтому модель здесь позитивная будет заключаться в том, что вы должны сфокусироваться на том, что вы хотите, вот что для вас важно, какие ценности вам важны, да, например, уважение. Вот замечайте в течение дня, где и как люди себя уважают, насколько вы себя уважаете, насколько в вашем общении есть уважение, насколько... Не знаю, пошли в магазин, вот как вы проявили уважение? Проявить уважение не только к людям, да, проявлять уважение и заботу, возможно, там, я не знаю, к животным. Идете по улице, увидели мусор, взяли, подняли, выбросили. Для чего вы это делаете? Не для того, чтобы кто-то что-то вас одобрил, либо что-то сказал там хорошее, позитивное, да, либо плюсик в карму, а просто потому, что это мое уважение к планете, на которой я живу, да, то есть замечать именно эти моменты. А что вы делаете? Вот в моменте трансформации, который мы здесь проживаем, да, сфера охот, интеллектуальные процессы, вы должны свой мозг настроить на, как бы это объяснить, то, куда направлено ваше внимание, туда вы вкладываете энергию. Вкладываете энергию, это сконцентрированная энергия, ваша жизненная энергия вашего луча, она и воссоздает для вас вашу реальность. И если вы в нее будете направлять то, что вы хотите, здесь акцент не на позитиве, а акцент именно на желанном. Вот то, что вы хотите, вы это будете реализовывать. То есть вам нужно думать не в контексте, допустим, если вы хотите туз пентаклей, да, здесь выпал, деньги. Вам нужно не думать о том, что мне нужны деньги, а вам нужно думать, из каких источников, что я могу предложить этому миру, что я могу сделать для этого мира, чтобы он мне вернул вот эти вот мои действия в виде достатка. И думать об этом, смотреть по сторонам. Идете по улице, увидели, например, там, я не знаю, какую-нибудь яму. И у вас мозг должен начать работать как шанс, да, то есть
что можно было бы сделать с этой ямой? И начать думать вот в этом ключе. Окей, здорово было бы, допустим, там, ну, закрыть ее, да, чтобы люди не падали. Либо там открытый люк. Надо его как-то закрыть, чтобы, ну, не было никаких травм, да, чтобы человек не упал, чтобы машина там колесом не застряла и так далее. Ага, хорошо было бы, чтобы была вот такая вот услуга. То есть, окей, подумали об этом, пошли дальше. Здесь вопрос не в том, чтобы вы сделали, а здесь важно научить вас, ваш мозг, замечать возможности. Не в контексте возможности что-то изменить, это тоже да. А если нам интересен заработок, то что можно сделать этому миру, предложить этому миру, да, чтобы он вернул мне деньгами, чтобы на этом можно было зарабатывать. Но цель не нажива, а цель именно предложить пользу. Идете дальше. Там, я не знаю, хотите прикурить, к примеру, а у вас нету зажигалки. Можно было бы подумать, что окей, хорошо бы придумать, я не знаю, какую-нибудь там зажигалку, брелок или что-то такое, чтобы было у вас, прикрепить его к ключам, либо к телефону. Либо какой-нибудь там фонарик в виде зажигалки, чтобы вот все время было под рукой, чтобы я не тратила, ну, не теряла эту зажигалку. Ну, то есть, думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Все зависит от цели, которую вы себе ставите. И думать о шансах. То есть, можно было сделать вот так, можно было сделать вот так. Когда вы приучаете свой мозг видеть вокруг вас шансы, возможности, то есть не замечать, что, ой, проблема, грязно на улице, а начать сразу включать мозги, нацеленные на решение. Вот как можно было бы эту улицу почистить? Ага, можно было бы веником, а можно было бы вот такой придумать инструмент, а можно было бы вот так, а можно было там организовать людей, как раньше было в союзное время, там субботник провести, ага, было бы почище. То есть, понимаете, вы заставляете мозг мыслить и видеть шансы, и таким образом приучать себя видеть способ заработка. Если там, например, хотите что-то другое, вот приучайте свой мозг к этому. Когда вы будете все время направлять энергию туда, это будет ваша модель поведения. Вы в дальнейшем будете действовать. То есть, ну, не нужно сразу, допустим, желать от себя, что вот я должна, пришла мысль, давай я ее сразу буду реализовывать. Здесь вопрос не в реализации, а здесь вопрос в том, чтобы приучить себя. Вот привычку, вы должны выработать привычку. Приведу пример, вот прям коротенький. Сейчас, когда у меня, я уже сказала, давление упало, вот, я пошла на тренировку в понедельник, я не знала, у меня были все эти симптомы, там, головокружение, тошнота и все такое, я думала, там, другая причина, не сработали мозги в том, что нужно просто проверить давление. Не хотела идти в спортзал, но вот привычка, она меня туда повела. Хорошо, думаю, ладно, пойду в спортзал, не буду брать там большие веса, вот просто потренируюсь, чтобы тело все равно привыкло уже к нагрузке физической, чтобы она была. Хотя бы просто пройдусь по беговой дорожке. Пришла я в зал, смотрю на эту беговую дорожку, думаю, не, поднимусь этажом выше, ладно, сделаю хотя бы первые упражнения. А у меня первое упражнение было жим ногами. Вот, а у меня там пик 230 килограмм. Думаю, не буду я 230 килограмм, вот просто 180, хотя бы сделаю 150. То есть неважно, сколько килограмм, лишь бы просто сделать. Я пришла, уже нужно сделать. И я могу вам сказать, что как только я стала эти блины на этот тренажер набрасывать, думаю, не лежит у меня душа, да, чтобы сделать меньше. И я автоматом, это была привычка, я автоматом поставила свои 230 килограмм. Не потому, что я этого хотела, у меня не было такого желания. У меня это уже вошло в привычку, то есть это стало уже образом жизни. Обычно у нас ассоциация идет, когда мы говорим привычка, это всегда что-то негативное. Там курение, злоупотребление едой, сладостями, лень, там, сон, все такое, чревоугодие. В общем, привычки почему-то у людей ассоциируются с негативным моментом. Хотя есть прекрасные привычки по утрам вставать, чистить зубы. Да? Либо привычка по утрам просыпаешься, здороваться, говорить доброе утро, желать этому миру доброе утро. Это тоже позитивная привычка, но почему-то о ней все время люди забывают. Поэтому здесь суть, к чему я вам это сказала, сделать привычкой, мыслить созидательно в контексте того, что вы хотите. Вот про это говорит двойка жезлов. И последний аркан, какую модель реакции лучше всего выбрать. Рыцарь жезлов. К жезлам мы возвращаемся, да. Кстати, муж Фриды Кало, художник, не помню, как его, тоже испанец, не помню.
известный художник, забыла, вылетела из головы. Какую модель? Что у нас говорит рыцарь жезлов? Позитивный архетип человека, человек, который движется вперед, коммуникация, человек, который верит в лучший исход. Да? По рыцарю жезла вообще прекрасные люди, которые могут работать за идею. Да? То есть если вы умеете организовать людей, допустим, в какой-то организации, да, и хотите их замотивировать, то, в принципе, в больших корпорациях всегда, либо в больших организациях у них есть какая-то общая идея, во имя чего они, там, не знаю, работают. Там, во имя экологии, там, помочь людям, либо еще что-то. Вот здесь рыцарь жезлов, он указывает на, с одной стороны, на коммуникацию, а с другой стороны, на возможность работать за какую-то идею. То есть вам нужно вдохновиться. Причем интересно, что рыцарь жезлов упал на пажа кубков и на королеву жезлов. То есть какую модель выбирать? Позитивную модель. Общаться, взаимодействовать с людьми, что-то новое узнавать. Возможно, если это люди противоположного пола, если вас тянет к противоположному полу, я уже все время с оговорками говорю, может быть, у вас другие предпочтения, не суть. Стремиться к взаимодействию, да, что-то новое узнать, обменяться информацией. Причем, если кто-то не смотрел фильм про Фриду Кало, я вот прям рекомендую. Как его звали? По-моему, звали Хавьер. Не помню. Посмотреть фильм про нее. Прекрасная женщина с сильным очень характером. И про ее мужа, которого она безумно любила. Вот. Хотя, в принципе, ну, так как описывалось в фильме, да, он был прям таким... героем-любовником, бабником таким, да, хотя, ну, по крайней мере, актер, который был подобран на эту роль, да, красотой не блистал. Вот, именно поэтому рыцарь жезлов у нас и ассоциируется с непостоянным человеком. То есть человек, который загорается чем-то, да, начинает что-то делать, а потом перегорает. Поэтому здесь, если выбирать модель поведения, вам нужно, вот поэтому я и говорила, да, как привычка, она должна быть долгосрочная. То есть вы не должны выгорать. Здесь нужно научиться управлять этой огненной энергией, то есть здесь должно быть пролонгирование, то есть так распределить свою энергию, чтобы и выгорания не было, да, и с другой стороны, чтобы не было вот этих вот вспышек эмоциональных, либо вспышек желаний, в том числе и вот и сексуального порядка тоже, да, такое. Вот, не знаю почему, ну просто жезлы, поэтому такая энергия пошла. Посмотрите, фильм очень интересный. Кстати, вот в этой колоде, ну, в принципе, я расклад закончила. В этой колоде Таро сумасшедшего дома, опять забыла автора, боже мой, художник. Сегодня я все забываю, но это потому, что я в таком состоянии пребываю, что это в тумане и в потемках. Ох, не Верницкий, по-моему, да? Евгений... Ой, Верницкий, как-то так, фамилия художника. Придуманные в великих арканах известные личности. И они подобраны вообще уникально, исходя из их характера, из их жизненного опыта. И изображены в арканах двора. Прям вот описание, вот как здесь, например, да, Оскар Уайльд, Фрида Кало, там, например, король мечей у нас Кроули, король педаклей у нас Артур Уайт, вот, там, королева педаклей мадам Ленорман. Архетипы, они взяты из живых людей, и зная биографию этих людей, очень легко описывать энергии, соответствующие этой колоде. Я люблю эту колоду, она очень хорошо эмоции описывает. Вот. В принципе, вот такой был расклад.
Благодарю вас за внимание, благодарю за ваши комментарии, знаю, что вы будете писать. Елене, какой глубокий расклад. Я заранее вам благодарен, меня это очень-очень радует. И я очень хочу, чтобы вы в раскладах слушали и узнавали в себе какие-то качества, и это помогало вам понять себя намного лучше и понять, что вы делаете не так, и что можно изменить, что можно улучшить. Да, то есть вопросы осознания. То есть моя задача аккумулировать в вас осознанность, как можно больше осознанности. И поэтому я люблю вот такие расклады на одну позицию. На этом все. В пятницу у нас будет прогноз на лето, на 2 позиции. Приходите смотреть, и не знаю, что будет в блиц-консультациях на этой неделе. Я с вами прощаюсь, всего вам самого наилучшего, всем пока-пока.